Привет! Это маленький фантастический всплеск. В этой трансляции мы расскажем и покажем, что такое гибридный контент на примере нашего действующего проекта «Новая информация». Расскажем о своем опыте создания такого продукта и о стандартах его производства, которые мы сформулировали, опираясь на собственные наблюдения. Но для начала необходимо обрисовать актуальность этого явления. 20 век ознаменовался потерей всех основ, болезненным избавлением человека от любых сакральных и неопровержимых истин, на которые он мог бы опереться. Но всю силу нарастающей тревоги в полной мере мы можем ощутить именно сейчас, когда она проникла во все сферы жизни современного человека. Социолог Зигмунд Бауман в своей работе «Индивидуализированное общество» говорит, что присущее эпохе модернити отношение к работе, к рабочему месту, которое было основой всего, и страх потерять эту работу, как единственный способ пропитания, составлял основную мотивацию работника, человека предыдущей эпохи. И эта мотивация больше не работает. Частая смена профессий, ранний уход на пенсию, социальная незащищенность, нарастание миграционных процессов, автоматизация производств усиливают неуверенность человека, десакрализует важность рабочего места, как определяющего. Сегодняшние специалисты больше не уверены в своем выборе. Такой надлом привел к формированию нового социального класса – прекариата. Это люди, занимающиеся неспециализированным трудом, не дорожащие рабочим местом и неценимые работодателем. Бауман обрисовывает неутешительную картину, где государство сегодня необходимо только для того, чтобы выполнять роль надсмотрщиков на местах, определенных юридических территориях, в интересах агрессивных мультикапиталов. Образ легкого человека, олицетворяющего этот свободный капитал, готового к вложению денег на любой территории, в обмен на дешевую рабочую силу и слишком гибкий рынок труда, формирует не только новые взаимоотношения в обществе, но и искажают время и пространство. Время и пространство, пишет Бауман, по-разному распределены между стоящими на разных ступенях глобальной властной пирамиды. Те, кто может себе позволить, живут исключительно во времени. Те, кто не может, обитают в пространстве. Для первых пространство не имеет значения. При этом вторые изо всех сил борются за то, чтобы сделать его значимым. Утверждает социолог и добавляет, новый мировой беспорядок, прозванный глобализацией, имеет, однако, один подлинно революционный эффект – обесценивание порядка как такового. Конец цитаты. Теперь границы формально юридически и фактически. Отражением нового мироустройства становится новая война. Нью-Йорк Таймс пишет, в 2013-м российский генерал Валерий Герасимов в 8-м выпуске журнала «Военно-промышленный курьер» сообщает, что войну стало возможно вести с помощью, цитата, «широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием протестного потенциала населения». Этот текст американские военные позднее назовут новой теорией войны. Информационный фронт этой новой гибридной войны приносит свои плоды. В 2016 словом года по версии Оксфордского словаря становится слово «постправда». В 2017 миллионы пользователей Рунета активно обсуждают вероятность того, что Земля плоская. Люди больше ни в чем не уверены. Исследователи часто называют происходящее кризисом идентичности. Существует множество интерпретаций этого феномена. В одной из них, кризис тесно связан с работами Эриксона, который изучает и описывает его как череду психосоциальных кризисов в жизни отдельно взятого индивида. Но сам Эриксон говорит, что это понятие применимо и в более широком смысле, относительно групп людей или даже цивилизаций. О кризисе можно говорить во многих случаях: в процессе развития индивида или появления новой элиты, в процессе лечения индивида или в период тяжелых и острых исторических перемен. Конец цитаты. Согласно Эриксону, этот кризис не катастрофичен, это всего лишь важная точка в самоопределении, которая влияет на последующее развитие отдельного человека или сообщества. Эриксон пишет, преодоление границ своей идентичности поможет по-настоящему достичь действенной индивидуальности и одновременно шагнуть за ее пределы. Итак, в попытке приспособиться к новым условиям, под влиянием объективных факторов и субъективных реакций, человек приобретает качество новой реальности, стремительно ускользающей, оставляющей за собой осколки предыдущего мироустройства. Те характеристики, которые оказались наиболее жизнеспособными благодаря своей цивилизационной перспективе, или варварской природе, или только по счастливой случайности.
Поэтика неуверенности – это единственная опора современного человека, способ принять происходящее, от эфемерности рабочего места до размывания государственных границ. Этот человек противоречивый, неоднозначный, порой абсурдный, но он гибкий, он трансдисциплинарный. Впервые о трансдисциплинарности, как о новом опыте, говорит Жан Пиаже в 1970 году. После этапа междисциплинарных исследований, писал он, следует ожидать более высокого этапа, трансдисциплинарного, который не ограничится междисциплинарными отношениями, а разместит эти отношения внутри глобальной системы, без строгих границ между дисциплинами. Конец цитаты. Один из наиболее ярких поклонников философии трансдисциплинарности из ныне живущих Басараб Николеску пишет: в более или менее долгосрочной перспективе можно предсказать, что трансдисциплинарная герменевтика приведет к тому, что Ганс-Георг Гадамер называет сплавлением горизонтов не только науки и религии, но и всех других областей знаний, таких как искусство, поэзия, экономика, социальная жизнь и политика, столь важных в дискуссии в области науки и религии. Трансдисциплинарная герменевтика избегает ловушки формулирования супернауки или сверхрелигии. Единство знания может быть только открытым, сложным и множественным единством, ученые часто недовольны необходимостью такой профанации и вынужденностью выхода за строго очерченные научные рамки. Многие согласны с таким подходом. Самым распространенным примером трансдисциплинарности в науке является биоэтика. Поклонники всех точек зрения настаивают на необходимости отличия, так называемой, старой науки от новой. Или normal science от post-normal science. Понятие post-normal science введено Фунтовичем и Равицем в начале 1990-х годов в контексте осмысления экологических проблем. Постнормальная наука, пишут они, сосредотачивается на тех аспектах сложных проблем, которыми имеет тенденция пренебрегать в традиционных научных исследованиях и где объективность и однозначность научных предсказаний уже невозможна. Конец цитаты. Переход к постнормальной науке, критическое и радикальное по своей природе изменение нашего когнитивного инструментария, сообщается в сборнике статей «Трансдисциплинарность в философии науки». Во вступительном эссе для издания «Поперек и за пределами», написанном Райаном Бишотом, Кристофером Гансингом и Джусси Парика к 30-летию фестиваля Трансмедиале, идет речь о понятии трансверсальности. Этот термин тесно связан с трансверсальными художественными практиками, пишут авторы, которые до недавнего времени были бы названы медиаискусством, но теперь они открываются для перспектив за пределами этой институционализированной области, что и отображает этот префикс «транс», что одновременно означает «поперек и за пределами». Это приближает нас ко многим новым художественным и дизайнерским практикам, которые не обязательно отождествляют себя с термином медиаискусство. Конец цитаты. Авторы отмечают, что термин «медиа» стал настолько напыщенным и общим, что он оказался почти лишним, поскольку может выражать сегодня все что угодно, от критических исследований до архитектурных элементов, вроде дверей. Этот термин не отражает всего разнообразия, которое прямо сейчас реализуется на стыке человеческого и нечеловеческого, между человеком, культурой и технологиями. Авторы также призывают отказаться от использования приставки «пост» в понятии постцифрового, или постинтернета, или постправды. Они отмечают, что такая терминология носит несколько спекулятивный характер, искажает понимание взаимодействия процессов, излишне подчеркивая их временной характер. Спекулятивная позиция в отношении будущего дополняется спекуляциями о прошлом, говорится в статье. Многочисленные временные характеристики, навязанные приставкой «пост» в концепции постцифрового, показывают, как трансверсальность позволяет альтернативным путем подорвать эту упрощенную линейную причинность в описаниях технологического идеального триумфа или катастрофы. Конец цитаты. Учитывая все уже озвученное, группа «Маленький фантастический всплеск» пришла к необходимости создания нового базового информационного продукта. Убежденность в необходимости отказа от событийных информационных поводов в пользу отображения общих явлений. Отказа от традиционного технического решения информационного продукта. Обращение к символам и образам, как к более объемным единицам передачи информации, сформировали кросс-отраслевой продукт «Гибридные новости». Такой продукт был реализован как альтернатива существующему видеоформату средств массовой информации в проекте «Новая информация». На данный момент выпущено 3 выпуска новой информации, первый под названием «Абсолютная инфляция»,
Второй – Mirage XS7QF. Третий – теория большой диффузии. Все они находятся в свободном доступе. В процессе создания новой информации мы сформулировали кросспрофессиональные стандарты нового информационного продукта. Их 6. Мы рассмотрим каждый из них. Первый. Аутентичность информации. Уверенность в реальности существования той или иной информации сегодня является важнейшим из условий. Оперативность подачи информации подозрительна. И она больше не может быть одним из главных условий подготовки информационного продукта. Оперативность информации актуальна только для алгоритмов, которые уже сегодня собирают данные для спортивных и финансовых новостей. Второй – возможность существования другой информации. Всегда существует вероятность того, что где-то есть другая информация, но при этом она не противоречит изложенной. Третий стандарт – экологичность подачи информации. Большая часть существующей информации бесполезна. В условиях нарастающего информационного загрязнения обоснованность подаваемой информации приоритетна. Обоснованность подачи информации может быть решена за счет более детального изучения своей аудитории и последующей работы в ее узких интересах. Четвертый. Апсайзинг информации. Символы и образы, новые базовые единицы передачи информации, более вместительные по объему, выразительные по форме, гибкие для восприятия. Идеи используются для упаковки возможных сценариев преобразования явлений. Апсайзинг – важная составляющая эстетичности и экологичности подачи информации. Пятый стандарт – это интеллектуализация информации. Информация сама по себе не обладает эмоциональным зарядом. Вечный источник манипуляций – человек по обе стороны этого процесса. Любой эмоциональный контент небезопасен. Интеллектуальный контент сложнее для восприятия, но перспективнее. Его потребители вырабатывают необратимую устойчивость к объективным и субъективным манипуляциям. Шестой. Эстетичность подачи информации. Технологический прогресс обязывает производителей создавать исключительно по своим эстетическим свойствам продукт. Именно эстетичность подачи информации выполняет одну из главных ролей в противостоянии вирусной природе манипулятивного и эмоционального контента. Давайте подведем итог. Гибридизация – это глобальная тенденция. Сегодня она проникла во все сферы жизни человека, науку, технику, политику, экономику, искусство. Разработанный группой маленький фантастический всплеск концепт гибридного контента – это всего лишь реакция на происходящее, как в глобальном и локальном масштабах, так и в личном ограниченном контексте. Вероятно, такое предложение может выглядеть абсурдно, но, мы уверены, только из-за своей чрезмерной продуманности. Гибридный контент будет развиваться и в дальнейшем, с человеческим и нечеловеческим участием, с обязательной долей случайности и при всеобщем сопротивлении. На этом трансляция подходит к концу. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их. Евро. Задавайте ваши вопросы в чате YouTube, где ведется трансляция.
Вопрос от пользователя Саши Быченко. Как вы шапейзайнены и краткое продыхайда демашета пераевел ятеся дейза и краткое мьевзылайлен и хакаймэмуэн и каце и краткое? Ответе, грибэр дэнас таксиет перэм. Вопрос от пользователя Саши Быченко. Как вы шапейзайнены и краткое продыхайда демашета пераевел ятеся дейза и краткое мьевзылайлен и хакаймэмуэн и каце и краткое? Ответе, грибэр дэнас. Вопрос от пользователя Саши Быченко. Как вы шапейзайнены и краткое продыхайда демашета пераевел ятеся. Вопрос от пользователя Саши Быченко. Как вы шапейзайнены и краткое продыхайда демашета пераевел ятеся. Ответ. Гибридность всеприменяема. Уже сегодня известны первые попытки создания графического кинематографа. Эксперименты на стыке дисциплин дают непредсказуемые и ценные результаты. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их.
Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их. Задавайте ваши вопросы в чате YouTube, где ведется трансляция. Ответ на вопрос пользователя Саши Быченко о границах дизайна и искусства. С нашей точки зрения этой границы сегодня фактически уже нет. Видимость такого разделения сохраняется искусственно, в основном усилиями участников процесса. Когда эта диффузия станет очевидной, прогнозировать сложно. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их.
Ответ на вопрос пользователя Саши Быченко о границах дизайна и искусства. С нашей точки зрения этой границы сегодня фактически уже нет. Видимость такого разделения сохраняется искусственно, в основном усилиями участников процесса. Когда эта диффузия станет очевидной, прогнозировать сложно. Задавайте ваши вопросы в чате YouTube, где ведется трансляция. Если вы хотите получить дополнительные материалы, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Google форме. Линк на форму в описании к трансляции. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их. Если у зрителей есть вопросы, они могут задавать их. Если вы хотите получить дополнительные материалы, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Google форме. Линк на форму в описании к трансляции.
Вопросов нет. Вы смотрели трансляцию. Это был маленький фантастический всплеск. До свидания.